Всем привет! Однажды у нас появился лодочный мотор Вихрь-20. Сначала его просили отремонтировать для сдачи в аренду отдыхающим на базе у моря. Но, опасаясь за жизнь и здоровье отдыхающих, мы отказались от ремонта. Тем более, это был наш первый Вихрь в нашей мастерской. У нас нет никакого опыта по ремонту этих моторов. Первый обзор на Вихрь-20 был у нас на канале. Если кому-то интересно, ссылка в описании. Вихрь провисел у нас полгода, и нам в голову пришла идея перебрать его и попробовать модернизировать с применением запчастей от японских лодочных моторов. К тому же ни одной запчасти на Вихрь у нас нет. Перед Новым годом на канале был анонс нашего нового проекта, где мы начали его модернизацию. Рассказали о некоторых наших идеях, ссылка тоже в описании. Планировали быстро за январь его перебрать, но немного не подрасчитали, что будет много основной работы, и работа по вихрю затянется, поэтому сроки сдвигались. Первое, что было сделано, это установка зажигания от Yamaha 25N. Конус маховика мы проточили, чтобы маховик с Yamaha можно было установить на вихревский коленчатый вал. Пластина, на которую устанавливаются катушки, осталась оригинальная вихревская. На нее мы установили катушки и датчики, в том числе и световая катушка для зарядки аккумулятора. Так как маховик был с зубчатым венцом, напрашивался электростартер. Его мы установили от Yamaha 15. Пробный запуск с новым зажиганием дал положительный результат. Все прекрасно работает. А редуктор был уже снят. Ручной стартер тоже ставим от той же Yamaha 25N. Кронштейны пришлось немного изменить, и прямо на месте они будут прихвачены, а затем обварены. И получается ручной стартер от Yamaha с кронштейнами под вихревские резьбовые отверстия. Вдобавок к этому передняя часть стартера будет вихревская, чтобы как в оригинале уплотнялось отверстие в колпаке, ну и чтобы не менять конструкцию колпака. Снаружи все получается как в оригинале. На колпак решили сделать вот такой козырек. Он будет из алюминия, для того, чтобы было удобно поднимать мотор. Чтобы за него можно было взяться, потому что тянуться здесь неудобно. Хотим сделать тягу переключения передач разъемной, чтобы можно было, как на нормальных моторах, ее разъединить, чтобы удобнее снимать редуктор. И вот решили взять за основу принцип, как у Suzuki 5. Здесь такой лючок, откручиваются гайки, и там муфта, которая соединяет нижнюю и верхнюю тяги переключения передач. Был другой вариант – сделать заглушку, как на Tohatsu 5. Распилив тягу, нарежем резьбу и сделаем соединительную муфту. Так как тяга переключения имеет изогнутую форму, для того, чтобы ее при необходимости извлечь из редуктора, ее нужно разогнуть так, чтобы она стала прямой. Мы считаем это очень неудобно, и так как у нас тяга будет разделена, это неудобство в дальнейшем исключается. Изготовили вот такую втулку, которая
будет вставляться в редуктор вместо оригинальной втулки. Под низ мы установим колечко, как в оригинале, а сверху будет садиться гофра от Yamaha 8. Мы изготовили втулки для вертикального и гребного валов. Втулка для гребного вала изготовлена из этой части гребного вала от японского лодочного мотора. Таким образом, мы перенесли эту часть, сохранив цементацию, и сальники будут работать по гладкой поверхности, которая не будет подвержена коррозии. Отверстия под шпонки еще не просверлили. Вал был проточен под определенный размер втулки. И то же самое вал шестерни. Установлена втулка, которая была изготовлена из торсионного вала японского лодочного мотора. Когда мы укорачиваем лодочные моторы, у нас остается очень много обрезков этих валов. Взяли один из обрезков и изготовили из него втулку. Теперь рабочие поверхности сальников будут защищены от коррозии. Кстати, было биение гребного вала 1,5 и вал мы выправили. Отшлифовали плоскость. Так как мы сюда установили алюминиевую шайбу, она установлена очень плотно в натяг, но на всякий случай еще промазали эпоксидкой. И отшлифовали плоскость для того, чтобы эта шайба не выступала из площадки и водяная помпа сидела на ровной поверхности. Установили шпильки для крепления водяной помпы. Расположение отверстий определяли при помощи вертикального вала, вал шестерня точнее, и корпуса помпы. Через корпус помпы накернили сначала одно отверстие, затем нарезали резьбу, закрепили корпус помпы на один болт. Корпус помпы все это время центровался валом. Нам нужно было только задать необходимый угол. Затем накернили в других местах, и теперь мы можем сюда установить либо пластиковый корпус, либо цельнометаллический старого образца. Напоминаем, выбрали корпус помпы от мотора Suzuki 9.9, потому что эта помпа самая компактная среди всех, которую мы подбирали, и под эту помпу меньше всего придется фрезеровать алюминий в ноге. Вместо стандартного карбюратора будет установлен карбюратор от Yamaha 25N, но один карбюратор рассчитан на один цилиндр, так как модель Yamaha 25N имеет по одному карбюратору на каждый цилиндр. Здесь же будет один карбюратор на 2 цилиндра, поэтому придется его немного переделать. Для установки карбюратора изготовили переходную пластину. Выбрали этот карбюратор от Yamaha 25N, потому что только его габариты позволяют закрыть колпак. Остальные карбюраторы выходят за пределы поддона. Диаметр диффузора карбюратора на Yamaha 22 мм, а на Вихре 25 мм. Диффузор расточили до 25 мм, но топливный жиклер пока оставили как есть. Под солнцем золотым дружно живем. Мы горды отечеством своим, любим свой дом. Мы горды отечеством своим, все пути открыты молодым. Светлые края, Родина моя, всюду тебя, друзья. Чтобы распрессовать коленчатый вал, пришлось изготовить специальное приспособление. Так как мы не занимаемся ремонтом вихрей, такого инструмента у нас еще не было.
Сейчас нам нужно определиться, в каком месте делать шпоночный паз для удержания крыльчатки на валу. Редуктор пока не собираем, а просто воткнули вал. Между пластиковым и цельнометаллическим корпусом водяной помпы выбрали второй вариант, просто потому что он дешевле. Хотя абсолютно нет принципиальной разницы между обоими вариантами. И чтобы избежать попадания газов в помпу, передавливания системы охлаждения выхлопными газами, сюда на корпус помпы хотим установить сальник. На моторе Suzuki в оригинале сальника здесь нет, так как там в ноге есть специальное уплотнение. Под сальник мы обработаем здесь посадочное место, необходимый запас для этого имеется. И нужно будет придумать втулку, чтобы сюда установить оригинальное вихревское уплотнение для трубки охлаждения. Двигатель может долго прогреваться до необходимой рабочей температуры с нашей новой водяной помпой, поэтому еще придется термостат в систему охлаждения установить. На Дейтвуде теперь будет лючок для откручивания или закручивания муфты тяги переключения передач. Оказывается, отверстие выхода воды из водяной помпы не совпадает с отверстием трубки подачи воды до двигателя. Они смещены, и с этим нужно было что-то делать. Не хотелось вынимать трубку подачи воды, перемещать ее. Решили изготовить специальную втулку с эксцентриком, который будет соединять два несовпадающих отверстия. Для нашей втулки нужно было отфрезеровать площадку в Дейтвуде. Произвели шлифовку головки блока цилиндров на 1 мм. Сначала отфрезеровали наружную сторону для создания базовой плоскости, а затем внутреннюю. Так как у нас нет оригинальных запчастей на вихря, нужна была прокладка головки блока цилиндров. Стали искать варианты с японских лодочных моторов с таким же диаметром цилиндра. Были варианты от Yamaha 25N, Suzuki 30, но выбрали Yamaha 30D, так как наиболее бюджетно и практично подошла прокладка. Мы просто вырежем нужные контуры новой прокладки и сделаем необходимые отверстия под болты, а также прорежем каналы для охлаждающей воды. Была идея установить лепестковые клапаны в систему питания. Думали, советовались с Максом 43. В общем, это возможно сделать, но для этого пришлось бы менять конструкцию колпака, так как он уже не закрывался бы с новым расположением карбюраторов. Ставить клапаны вместо золотников, судя по опыту людей, не совсем эффективно. В итоге пока отказались от этой идеи. Причиной этому еще стало решение
по минимуму менять внешний вид мотора, оставив его в стоковом виде. А после разборки двигателя, увидев очень хорошее внутреннее состояние, это решение закрепилось. Поэтому для улучшения работы двигателя мы изготовили глухие золотники. Очень хотелось попробовать изготовить золотники из черного капролона с графитом, но болванок больше 90 мм мы не нашли. Решили делать из текстолита. Глядя на вихревский, абсолютно круглый колпак, думали, как поднимать мотор из воды. Наверняка на заводе планировалась установка гидроподъема. Тогда, конечно, круглый колпак вполне подходит. Но так как гидроподъем установить забыли, мы решили немного упростить задачу с подъемом мотора при остановке. Сделали такой козырек из алюминия и отполировали его. Козырек крепко закрепляется на колпак на нержавеющие заклепки. Теперь на очереди подвеска мотора. Замечательная родная конструкция, простая и незатейливая, толкала на мысль выкинуть ее в сборе и установить подвеску от японского мотора в сборе. Практически любая подвеска подойдет на вихрь без особых переделок. Нужно лишь установить дистанционные втулки и отрегулировать по высоте. Попробовали от Джонсона 9.9, и она подошла идеально. Но мы посоветовались с подписчиками, и большинство голосов было за модернизацию оригинальной вихревской подвески. Нужно было сделать фиксацию в поднятом положении, убрать оригинальную ржавую пластину, которая только действует на нервы, на расшатанные нервы владельца вихря. Остановились на варианте стопора, как на моторах Yamaha 2530, модель с одним карбюратором. Для этого выточили крепкую втулку, приварили ее к кронштейну, просверлили отверстие и установили нержавеющую втулку под палец 12 мм. Получилось надежно и просто. Следующей задачей было изготовление механизма фиксации откидывания. Сделали наподобие Yamaha 15. Долго не могли найти решение для регулировки жесткости поворота мотора. Идею взяли от моторов Yamaha большой мощности четырехтактных, а также некоторых маломощных, например, Mercury, Suzuki четырехтактная и так далее. Механизм после доработок встал отлично. Механизм переключения передач сначала хотели переделать, но потом решили оставить оригинальный скользящий механизм, изменив только ручку переключения передач. Ручка для переноски и ручка переключения передач с Yamaha 25N, но ручку переключения пришлось немного изменить. Вот очередная примерка механизма струбцины. Эта конструкция нужна для того, чтобы изменять жесткость поворота. Это у нас фиксатор. Так, как тут сделать? Ой, блин. Да можно пока без Ладно. косточки. Давай заново. Да что, нормально. Сделали фиксатор подъема мотора. Здесь будет колпачок еще. Вот здесь. Такой механизм фиксации на заднем ходу и на переднем ходу, чтобы мотор подкидывало при наезде на какое-то препятствие. Пружина нержавеющая. И присутствует даже мелководный режим. Если для вас эта система покажется сложной, то можно сделать немного попроще.
Убираем эту конструкцию. И вместо нее вставляется ось дифферента. И точно так же можно зафиксировать мотор. Но мы решили сделать именно такой вариант для того, чтобы оставить оригинальные демпферы. Вот так это будет работать. Мелководный режим. Ой. Все работает. Этот механизм еще показать, как он туда-сюда. Вот эту пластину мы установили для того, чтобы вот эти две половинки не разъезжались. Да. И сюда сразу же можно установить анод, как это сделано на моторах больших мощностей, на японских моторах. Посмотрев на систему выхлопа, решили попробовать сделать настроенный выхлоп. Размеров и чертежей у нас нет, потому что все делалось по месту, но думаем, что принцип будет всем понятен. Я с детства плавал в речке только как топор. Отец вздохнул и с лодки прикупил мотор. Учению плавать время, чтоб не тратить зря. Учи, сынок, матчасть вихря. О, весла, как хорошо, что были весла. Гребя домой, ты станешь взрослым. Ой, Однажды я к девчонке подкатил одной и предложил на остров переплыть со мной. Чихает карбюратор и ушла искра. Хватай весло, грести пора. О, весла, как хорошо, что были весла. Без них тогда б не стал я взрослым. Вот так всегда бывает, вся соль в мелочах. Несу весло по жизни, будто знамя в руках. О, эти весла. Дней. Там речка протекает, я, конечно, к ней. Мотор помог поставить мне на лодку сын. Но, папа, ты забыл бензин. О, весла. Опять про вас я вспомнил весла. Зачем мотор с собой увез я? Ой, Под Питее изрядным я упал за борт и двинул, как Титаник, в свой последний порт. Веслом меня приятель зацепить успел, и через час я снова пел. О, весла. Теперь без вас ни шагу весла. Как важно, чтобы вы были возле. Вот так всегда бывает, вся соль в мелочах. Несу весло по жизни, будто знамя в руках. О, эти весла. На очереди покраска. Мотор должен не только отлично работать, но также и отлично выглядеть. Сначала думали дать мотору ямаховский цвет, но потом решили придерживаться оригинальным цветам.
Собираем коленвал. Установили глухие золотники. Поверхность картера под золотники проточили. При разборке двигателя сразу увидели мертвый нижний сальник коленвала, и причиной является отсутствие корпуса сальников торсионного вала. Мы изготовили свой торсион из торсиона Yamaha 15, профрезеровали с обеих сторон квадрат, и теперь верхний конец торсиона будет входить в коленвал без промежуточной втулки, и мы сможем сделать корпус сальников торсионного вала, защищая от воды соединение торсион-коленвал и нижний сальник. Наша новая втулка была напрессована на коленвал до сборки картера и проточена в станке для исключения каких-либо биений. Для того, чтобы сделать корпус сальников торсионного вала для защиты сальника коленвала, мы изготовили такую втулку из легированной нержавейки. Она представляет собой вот такую втулку, а внутри у нее квадрат, который будет запрессовываться на квадрат коленчатого вала. Здесь раньше был оригинальный вихревский сальник коленвала, теперь будет сальник коленвала вот здесь. Мы изменили его размеры. Также мы изготовили торсионный вал из торсионного вала Yamaha и сделали здесь квадрат. Этот квадрат будет вставляться в этот квадрат, во втулку. И теперь мы здесь можем сделать, так как у нас вал теперь круглый, а не вихревский, здесь будет втулка, которая будет представлять из себя корпус сальников торсионного вала, который будет защищать нижний сальник коленчатого вала. Очень хотелось использовать шатунные комплекты от импортных моторов, но, к сожалению, ничего подходящего не нашли. Успокаивало лишь то, что состояние коленвала было идеальное. Ограничились только заменой подшипников и сальников. Средние подшипники остались родные. Хотелось сделать систему перекачки картерных газов, как это сделано на всех японских моторах. В верхней крышке нужно было вывести канал над верхним подшипником. Просверлить напрямую не получилось, потому что мешало зажигание. Пришлось профрезеровать канал бормашинкой. В самом картере установили верхний сальник коленвала сверху над двумя подшипниками. В нижней крышке получилось идеально под подшипником. Снизу имеется клапан. Надеемся, что будет работать. Этот клапан и штуцеры с масляных насосов системы автоматической подачи масла. В картере были отполированы все заусеницы. Убрали бугры. Вот что было, а вот что стало. Сейчас будем собирать редуктор. Вал шестерня уже установлена вместе с помпой. Вместо всех этих подшипников мы установим один конический подшипник на шестерню переднего хода. Для этого шестеренку пришлось немного проточить под диаметр подшипника и с торца. Также мы нарезали маслосгонные канавки в обоих шестеренках, во втулках. Их с завода не было. За шестеренкой заднего хода будет стоять этот подшипник. Втулку мы вынули и вместо втулки установили два шариковых подшипника. Два сальника 17х30 с Yamaha 15. Будем использовать нержавеющие болты под шестигранник. Поршни с дефлекторами не подошли ни от одного японского мотора.
Но так как они в отличном состоянии, поэтому оставляем их оригинальные. Используем нержавеющие болты под шестигранник вместо оригинальных. Покрасили гильзы. Я работаю в одной фирме, она веников не вяжет давно. Получаю в месяц 300 УЕ и нелегально еще сверху 100. Я планирую свой личный бюджет, все, что трачу, я пишу в блокнот. Накопил я пару тысяч уже, собираюсь их пустить в расход. Куплю моторную лодку и буду девок катать, по вечерам глушить водку и всех вокруг целовать. Куплю моторную лодку и буду девок катать, по вечерам глушить водку и всех вокруг целовать. Лето, солнце, купальный сезон, а я решил подработать еще. Перевожу на остров важных персон, они мне платят деревянным рублем. Пополняется мой личный бюджет, богатею с каждым солнечным днем. До чего же справедлив белый свет, заработать можно честным трудом. Куплю моторную лодку и буду девок катать, по вечерам глушить водку и всех вокруг целовать. Куплю моторную лодку и буду девок катать, по вечерам глушить водку и всех вокруг целовать. Приглянулась мне девчонка одна, глубиною и размерами глаз, ароматом и длиною волос. Ее улыбка меня вводит в экстаз. Ее одну теперь я буду катать, разрезая носом гребень волны. Ее одну буду я целовать, другие мне не нужны. Продам моторную лодку и гидроцикл куплю, бросаю пить эту водку, все потому что люблю. Продам моторную лодку и гидроцикл куплю, бросаю пить эту водку, все потому что люблю. Устанавливаем корпус сальников вертикального вала. После наших доработок редуктор должен установиться без проблем. Наша помпа от Suzuki не заходила в Deadwood без проточки. Установили переходную втулку, так как трубка охлаждения немного смещена от помпы. Пытаемся поймать нейтраль. Поймал. Вот вал. Здесь квадрат. Давай. Здесь родной квадрат. Внизу родной квадрат, вверху наш самодельный. Пробуем. Должно все стать без проблем. Встало? Да, Вот. очень плотненько. Масло залили, редуктор опрессовали. Точнее, сначала опрессовали, потом залили. Систему переключения передач решили оставить оригинальную, но немного ее доработав. Переделал привод. Сделал привод. Я имею в виду в поддоне система оригинальная, дальше идет уже другая. Дальше будет переключалка.
такая ручка для того, чтобы мы ее переварили на другую сторону, чтобы она Сдвинули немножко. сдвинули в сторону, чтобы не цеплялась за румпель. На чем она стояла? Очень долго весь этот процесс занимает, потому что у нас сейчас много работы основной, поэтому мы так долго не занимались вихрем. Шестигранники же были, да? Да, шестигранники. Устанавливаются шестигранники вместо оригинальных болтов, нержавеющие. Сейчас притянется. А мы потом еще установим поддон и попробуем на бочке прокрутить редуктор, чтобы посмотреть, как помпа поднимает воду. Сейчас мы проверим работу нашей помпы. Ой, блин. Чтобы закрепить двигатель, пришлось проточить заводские нержавеющие болты под аналог вихревских. На данном этапе у нас получается следующее. Мы установили редуктор, установили ручку переключения, соединили все это, и в принципе все работает. Механизм остался старый, не стали ничего придумывать, оставили старый механизм. Вот такая ручка от Yamaha 25. И вот так оно все работает. Фиксатор. Но вот эту тягу лучше бы заменить, потому что она прогибается. Потолще установить. Шланчик вентиляции установлен. Вот. Установлена головка блока. Опережение зажигания будет работать. Механизм опережения и газа планируем установить от Tohatsu 991518. Пометили места, где можно будет сверлить отверстия. Планируем установить термостат. Если у нас это получится. Просверлили отверстия в верхнем полукартере. Нарезали резьбы. Сейчас будем устанавливать топливный насос. А отверстие старого топливного насоса мы заглушили. Это топливный насос с Yamaha 30, с Tohatsu 30 и выше. Они все одинаковые на больших моторах. Как-то надо придумать, установить топливный фильтр. Сейчас проверим искру перед первым тестовым запуском.
Если будет искра, мы будем очень рады. Будем думать что-то с карбюратором. Что с ним думать? Ну, или родной, или чужой. Сейчас ты тут тряпку сосет. Да, убери. Что-то не отрегулирован. Плохо очень крутится. Не отрегулирован стартер. Почему-то не подошло. Вот так Сильно близко стартер. положено. Мы установили стартер прямо на глушитель. Посмотрим, если будет сильно греться, будем что-то думать с этим. Будем искать другое место. Ну пока так. А может не будет греться. И может быть поставим термостат. А может и не поставим. Вот. Смотрим искру. Искра есть. Он тут все сейчас будет делать. Да, я подержу. шагами. И зажигать. Ой, блин, куда так дергаете? Ну а как? По-другому. Ну да. Блин, ну Это вот тут стучит. Наверное. Надо вот так вот держать. так. Держи. Сука. Надо еще 3 человека. Во время работы верхний цилиндр греется намного больше, чем нижний. И мы хотим сделать так, чтобы температура цилиндров была одинаковая. Для этого мы сделаем штуцера и соединим оба цилиндра при помощи шланга, чтобы температура была одинаковая на каждом цилиндре. А также вывести контрольку, потому что у нас нет контрольки. Мы сделали настроенный выхлоп, и теперь отсюда у нас вода не брызгает. Сняв лючок, видим, что вода оттуда брызгает, то есть слив происходит нормально. Делаем штуцеры для того, чтобы урегулировать температуру. Один уже сделали. Сейчас второй. Что ты тут? Нам нужно сделать так, чтобы было согласовано опережение зажигания и открытие дроссельной заслонки. И мы думаем взять за основу принцип работы такого механизма от мотора Tohatsu 9.9, 15 и выше, там 25-30. Все очень похожее. И вот для примера что-то типа такой пластины от Tohatsu, которая будет отвечать за опережение зажигания, открытие заслонки. И от румпеля будет идти оригинальный привод, только удлиненный. Оригинальный механизм от вихря будет соединяться с нашим механизмом. Но только вот надо как-то это все придумать, как сделать. А вот как это работает на Tohatsu 18. Опережение зажигания. Это пластина, румпель, тяга на румпель. И получается все согласовано. Но правда здесь газ осуществляется кулачком. А вот нам надо придумать, как все это согласовать вместе. На тягах. Без кулачка. Придумали вот такую систему на основе Tohatsu. Ты покажи сейчас, как она будет работать. Вот верхняя тяга на опережение. Вот здесь. Вот идет. Это идет от румпеля тяга сюда будет идти. А это уже на дроссельную заслонку. Вот. Остается только немного подогнать. Надо будет тягу эту опустить чуть ниже, потому что сильно
большое опережение получается. Надо поменьше. А в целом уже очень хорошо. Механизм готов. Сейчас будем испытывать. Малый газ. Запуск. Вот у нас заслонка открывается до конца. Здесь написано полный газ. И заслонка открылась до конца. Опережение около 30 градусов. Газ на минимум. И можно газовать в обе стороны. Можно газовать туда, а можно газовать обратно. Ну, ограничитель делать не будем уже. Вот, в ту сторону Потому что задолбались. и в другую. В одну и в другую сторону. Вот такой интересный механизм. Если получится сюда установить кнопку пуска, Блин, ну что ты ее вывалил? она упала. Вытащи дырку, вытаскивай. Вот так. Хотим сюда установить кнопку старт, если она сюда встанет и влезет. Должно быть. Если ручка не будет мешать. А сюда установим кнопку стоп с чекой безопасности. В это место, прям как на Ямахе. Почти. Очень удобно. Почти как на Ямахе. А на месте кнопки стоп будет кнопка старта. Блин, ну чуть-чуть нормально. Ну как бы под углом бы ее вот так вот как-нибудь. Здесь оно место для нее. Немножко, да, удобно будет. Нормально. Не, ну мы ее чуть-чуть попробуем. Вот такую втулку сделаю кривую. Давай. Бомба. Он сосать не может. Ну, воду сюда. В общем, мы пришли к такому выводу, что термостат нашему вихрю не нужен, так как здесь такое маленькое отверстие для слива по сравнению с другими японскими моторами, что температура получается в самый раз. Двигатель не переохлаждается. И после нашей модернизации оба цилиндра нагреваются одинаково, а не так, что нижний холодный, а верхний горячий. Так как мы расточили диффузор и мотор отказывается работать на открытой воздушной заслонке, попробуем заменить главный топливный жиклер. На этом карбюраторе он был 125, а мы заменим на 130. И посмотрим, как будет работать. Была идея установить лепестковые клапаны в переднюю часть блока от Yamaha 25. Вот они, эти клапаны. Установив эти клапаны, мы бы установили два карбюратора, как на Yamaha 25. Это было бы очень здорово и экономично, но пришлось бы менять конструкцию колпака, так как
два карбюратора уже бы не дали закрыть колпак. Поэтому в итоге мы от этой идеи отказались, так как не хотели менять колпак, а хотели оставить внешний вид, как в оригинале. Придумали, как закрывать воздушную заслонку для холодного запуска. Принцип действия взят с мотора Tohatsu 5, как открывается дроссельная заслонка на них. Вот для примера Ханкай. Только здесь дроссельная заслонка, а у нас воздушная заслонка. И по такому же принципу мы сделали, вывели тросик. Оригинальная ручка вихревская. Все работает, фиксируется. Сеточка на карбюратор и штуцер от Suzuki. Колпак садится без проблем. Нигде ничего не мешает. Удобно поднимать мотор. Да, стало удобно, конечно. Заглох. Наверное, надо прогреть. Очень хорошо, особенно когда прогрет. Работает кнопка. Теперь вихрь работает как Yamaha 30H, очень похоже по поведению. Сейчас покажем, как запускается с электрозапуска.
Все работает. Так как у нас здесь еще есть генераторная катушка, мы сюда можем подключить выпрямитель, стабилизатор и все что угодно, но мы уже устали. Оба цилиндра греются примерно одинаково, с разницей температуры около 5-7 градусов между ними. Но, по крайней мере, это лучше, чем если бы был нижний цилиндр холодный, а верхний горячий. Мотор очень сильно греется после остановки. У нас идет снег, поэтому куда-то выезжать и испытывать мотор на открытую воду мы не собираемся. Поэтому ничего обещать не будем по поводу испытаний. У нас просто нет на это времени. Выкрутили свечи, посмотреть на их состояние. Свечи не залиты. Проверяем масло в редукторе. После того, как мы его гоняли, интересно, будет ли вода или эмульсия. Сильно затянуто одной рукой, не получается. О, масло без воды. Отлично. Залили вот такое масло. Интересно, такое масло в вихря можно вообще лить? После того, как мы просверлили отверстие в Дейтвуде, для того, чтобы облегчить выход выхлопных газов на холостых оборотах, после этого давление контрольки стало мощнее. Выхлопные газы стали меньше попадать в систему охлаждения. Когда мы только сделали контрольку, был установлен прозрачный шланчик, и было прям видно, как вместе с водой выходят пузырьки газов. Вихрь — это такой мотор, который можно модернизировать бесконечно. Модернизациям нет ни конца, ни края. Идей было у нас очень много. Спасибо всем тем, кто откликнулся на нашу просьбу по запчастям. Иногда просят, чтобы мы занялись их моторами, сделали такую же модернизацию. Извините, отечественные моторы мы не ремонтируем. Может, кому-то пригодятся наши идеи. Отечеством своим все пути открыты молодым. Светлые края, Родина моя, всюду у тебя друзья. Молодость цветет, молодость зовет. Ну вот, с вихрем мы закончили, но на этом наше творчество не заканчивается. Мы планируем далее заняться моторами нашими. Это у нас Kawasaki 71 года, лодочный мотор. Стартера нет. Tohatsu 61 года и Yamaha, по-моему, 75 года. Всем спасибо и всем пока.